Вопрос. Как вы себя чувствуете сейчас? Какие у вас отношения с окружающими? Когда все это началось, 24-го, даже не 24-го, даже раньше началось, когда все это готовилось, я говорила, что надо активно общать своих друзей-ракетчиков, если у вас таковые имеются. Общать и объяснять, почему бросаться ракетами в людей в 21 веке — это, блядь, сука, пиздец уже какое средневековье. Так, сука, нельзя просто делать. Я своих как могла общала. Видимо, плохо, потому что все патриоты как патриотами были, так патриотами и остались. И даже не объяснишь, что это не патриотизм, а идиотизм. Когда 24-го ракеты все-таки полетели, первым делом я, конечно, начала пеленговать всех своих украинских друзей и подруг. Особенно тех, кто в армии. Кто как, кто чё. Извините, пожалуйста, блядь, но они долбоёбы, и с этим абсолютно ничего нельзя сделать. Они долбоёбы, их овер дохуя. У меня просто какие-то удивительные друзья с обеих сторон этого конфликта, на самом деле. Меня еще не забанил ни один украинец, ни один патриот. Полгода полет нормальный. Пока все продолжают относиться ко мне нормально, как и раньше. И удивительно, что у меня, как и у всех россиян, сейчас полно на страницах, в соцсеточках и даже в личке всякой фигни из серии «Сдохните, русские». Ну, я понимаю, в каком люди вообще состоянии, и отношусь к этому тоже абсолютно нормально, абсолютно спокойно. А что вы ожидали от людей, у которых страну в руины превратили? Встреча хлебом с солью? Нет, конечно. Поэтому к этому я отношусь абсолютно спокойно. Но именно мои друзья, знакомые из Украины, никто меня лично в этом не обвиняет. Но у меня нет вот этого вот «почему вы ничего не делаете?». Мои украинские друзья прекрасно понимают, что мы, блин, делаем. Но у нас, блин, 3,5 калеки на 120 миллионов человек глубинного народа. Что мы делаем, но ровно то, что можем в таком составе. Поэтому они реагировали нормально. Понятно, что почти все они, кроме тех, кто в армии, собственно, уехали сейчас уже из Украины. Но у меня уже, блин, и из России почти все друзья уехали. Полработы работает откуда-нибудь из Казахстана, Дубайска, Каира. Пока я, на самом деле, даже не боялась бы записать аналогичное видео и сама. Как минимум до первых 15 суток. Мне не страшно. На 15 суток я даже согласна. На большее нет. Если будут какие-то серьезные цифры, все. Куда угодно. Куда угодно. На еду и койку в хостеле я себе заработаю. Пойду допинговать на какой-нибудь рынок труда иностранный. Благо у меня позволяет профессия. Я дальнобойщик, у меня работа будет примерно всегда. Примерно в любой стране. Но я бы хотела до последнего оставаться, потому что кто-то же должен здесь оставаться. Ну кто-то же должен нормальный тут еще быть. И у меня нет детей и всего такого прочего, за кого бы я прям очень сильно переживала. Поэтому я могу себе это позволить еще. У нас главный ура-патриот — это наша мама. На самом деле вся пропаганда, она и рассчитана на нашу маму, блин. Она и рассчитана на человека, у которого 8 классов образования, и те с трудом, который всю жизнь была домохозяйкой, ничем не интересовалась, кроме, собственно, дома, сына, мужа и вот этого всего. Оно вот на таких людей и рассчитано. Потому что, чтобы не говорили мы, то мы, а то телевизор. В телевизоре-то люди всяко умнее. Но я понимаю, что чтобы хоть как-то, куда-то сдвинуть эту непробиваемую гражданскую позицию Z-патриотов, вот таких, прежде всего нужно, чтобы у них каким-то образом вырос уровень образования, грамотности, осведомленности, аналитического мышления. Но тут надо было менять что-то с консерваторией. Просто это очень сложно сделать, когда человеку уже, например, 70. Да даже когда 40 не так-то легко. Нет, есть, естественно, и вполне себе осознанные, образованные патриоты. Просто люди такие. Но большинство-то вот так, то есть реально вот так. Им ничего не скажи по телевизору, они во все поверят. Поэтому на них эта пропаганда работает. На самом деле, с мамой как складывалось, так и складывается. Как будто бы мама когда-то нас понимала хоть раз. Она периодически шутит, что донос на вас в полицию надо написать. Но мы понимаем, что он никогда в жизни этого не сделает. Еще у меня такая позиция, честно говоря, и, естественно, любой украинец скажет, что это ужасная позиция, и что все из-за таких, как мы. Но, тем не менее, пока человек не пускает ракет, не стреляет из СВДшки в людей, не рвется добровольцем на фронт, или даже рвется, но не едет, с ним для меня все ок. В
Вплоть до того, что мы готовы были помогать, по крайней мере, ну и помогали спастись от мобилизации тем, кто сначала клеил себе на машину зетки, а потом вдруг осознал, что что-то как-то на фронт ему не хочется. Ой, ну слава богу, все, тебе не хочется убивать людей, с тобой ок. Поскольку мама тоже не будет брать в руки автоматы и не пойдет убивать людей, то с мамой ок, как и со всеми такими же, которые просто об этом говорят. В близком и даже дальнем круге у меня пока нет ни одного человека, который реально взял автомат и реально сказал: «О, хочу идти убивать». У меня есть какие-то знакомые знакомых из серии «Петя сказал, что Вася слышал, что Коля поехал». Но, как оказалось, у меня удивительно миролюбивое окружение, которое даже если и зигует, все-таки не умирать, не убивать не хочет. Удивительно спокойные люди, удивительно понимающие, что, собственно, куда вы собрались? Защищать Россию на земле Украины или куда? В общем, все понимают, что это херня какая-то, и никто никуда не рвется. В данный момент я не просто дальнобойщик, я водитель-испытатель беспилотного трака. Естественно, бывшие коллеги никуда не делись. У них у всех та самая прекрасная позиция, которую я осуждаю каждый раз при общении с каждым из них. Просто вот каждый раз я осуждаю, но они почему-то на меня за это не обижаются. Позиция у них такая: я туда не хочу, но если меня призовут, то я никогда в жизни бегать не буду. Я очень сильно осуждаю эту позицию, потому что это пассивная жизненная позиция и привела нас туда, где мы есть. Я против, но делать ничего не буду. Это туда же, куда, не знаю. Я буду жить с каким-нибудь мудаком, лишь бы не одна у женщин. Я буду служить, лишь бы не быть слабаком у мужчин. Это результат страшной манипуляции, конечно же. Но как бы к 30-то годам уж можно осознать, что это манипуляция, и не вестись на эту срань. Ладно, там 18-20-летние еще могут, но взрослые люди, блин. Неужели непонятно, что вам за 3 копейки говно продают? Но тем не менее, у дальнобойщиков в основном именно такая позиция. Кстати, такая же позиция очень часто встречается в цехах сборки на производстве. Гораздо реже, практически никогда, она как раз не встречается у айтишников. Но я QA, я общаюсь с цехом, с программистами и другими QA-ами, и с сисадминами, поэтому круг общения широкий. Но, опять же, ни один из них пока еще до сих пор не записался добровольцем, не взял повестку. Ну, из моих знакомых, по крайней мере. Тоже есть какие-то там, что Вася сказал, что Петя слышал, что Коля взял. Но вот именно из тех, с кем я работала, общалась, контактировала активно, ни один пока этого не сделал. Никто еще не на Украине, никто еще не с автоматом, поэтому хорошие, более-менее какие-то отношения сохраняются. И меня тоже нахуй еще никто не послал. Вопрос. Какими эмоционально были эти почти 8 месяцев для вас? Блин, Киев бомбили, на сей раз мы. Что за пиздец? Ага, из Киева ушли. Может, мозги появятся? Нет, не появились. Бомбим Харьков. О, перестали. Может, мозги появятся? Блять, Буча. Вот так вот. Потом лето, вроде все спокойно. Видимо, будет затяжной конфликт, как было на Донбассе. Видимо, кому-то надо списывать довольно большие бабки. Им нужна затяжная война, а не маленькая победоносная. Блять, мобилизация. Ну вот так, да, постоянные скачки. Сейчас вроде опять спокойно. Ждем, что будет после Нового года. Есть такое ощущение, что вряд ли что-то будет происходить до Нового года. А потом темнейший скажет: это был тяжелый год. А после этого... Он же популист, он же любит такие яркие акции. Они ведь рассчитаны на вот все тех же людей с 8 классами образования. Вспомним, как темнейший приходил к власти. Я его, конечно, не выбирала, потому что мне было 15 лет, если что, на тот момент. Но я помню прекрасно 2000 год. Я помню прекрасно вот начало Нового года. Я помню, я устал, я ухожу. Я помню, дратути, я Путин. Я помню, who is Mr. Putin. Была красивая акция на Новый год. Но с нее прошло уже 22 года. И как бы я уверена, что он готовит к этому Новому году какую-то новую акцию. И, блядь, она нам не понравится. Я практически уверена, что что-то такое в новогоднюю ночь будет. Ну, правда, моим прогнозам мы более не верим, потому что весь февраль я громче всех орала: никакой войны быть не может. С тех пор мы не верим никаким моим прогнозам. Совсем. Мои знания в политике признаны недействительными. Некоторые не были, как мы, в шоке 24-го. Некоторые ждали. И, в общем-то, мировая общественность вся говорила, ну, вплоть до того, что Путина просили не начинать войну во время Олимпийских игр.
Ну, как бы все говорили, будет война. Ну, вот так вот. Избирательная слепота, отрицание, нежелание видеть очевидного. Есть же в природе женщины, которые, не будучи в свободных отношениях, умудрялись лет по 20 не замечать, что муж им изменяет. Когда любовница чуть ли не 2 раза в неделю бывала у них дома, и чуть ли не в постели она их заставала, и все равно не видела, что муж ей изменяет. Ну вот это ровно такая же избирательная слепота. Мы до последнего не видели, что будет пиздец. Потому что не хотели видеть. Потому что страшно очень видеть.